Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня снова же это видео ответ на ряд вопросов наших зрителей и подписчиков наших каналов в соцсетях по опрыскиванию растений. Просто сейчас несколько выдержек вам зачитаю. У нас жара, в тени плюс 40, в тени плюс 38. И мы опрыскиваем наши растения, а вредители как сидели, так и сидят, и ничего не происходит. Правда, не уточнили, какими препаратами наши зрители обрабатывают, но давайте рассмотрим этот вопрос. Вот эти выдержки, у кого 38, у кого 40, а у кого в тени еще и больше, а на солнце, естественно, и 50, и 60 градусов. У нас тоже вот 2 дня держалась вот такая очень высокая температура плюсовая. Сегодня чуть-чуть легче. И когда очень высокая температура, я заранее смотрю прогнозы синоптиков, и если сильно высокая температура, я просто не обрабатываю растения даже поздно вечером, потому что даже поздно вечером плюс 26, 28, и этот период вот так постоянно держится, и резко утром тоже вот эта жара прямо с утра идет, и естественно эффект от таких опрыскиваний не всегда хороший. Единственное, что и надо обрабатывать все равно биопрепаратами, чем позже, тем лучше. И частично все-таки, и, кстати, в препараты, биопрепараты я добавляю прилипатель, снова же биоприлипатель. Получается, что эффективность наиболее хорошая именно при таком опрыскивании растений. Но вот вернемся к температурам. Почему не действуют препараты? И чаще всего мне пишут, называют какие-то ядовитые вещества и ругаются на то, что они не работают. Ну, я хочу сразу сказать, что я не занимаюсь обработками вообще. У меня исключена химия. У нас в семье задача такая: вырастить экологически чистую продукцию, землю нашу не ядовитыми веществами не отравлять, естественно, не отравлять окружающий мир, потому что наше пространство, потому что, ну, многие кричат, пчел нету, а это результат, вот то, что химичим, а результат вот такой получается, что все живое, то, что друг друга держит в симбиозе, симбиоза нету, он нарушен, и, естественно, кто-то более размножается и занимает это место, и появляются тем более новые вредители, которые просто-напросто уничтожают все растения, жуют, грызут, съедают. Ну и в жару, естественно, их сколько не обрабатывай, и чем бы ни обрабатывал, естественно, они не работают. Давайте рассмотрим правила опрыскивания растений. Я их записала и хочу вам их показать. Вот эти правила опрыскивания растений, они важны именно летом. Хотя и в другие периоды тоже, но здесь есть некоторые факторы, на которые нужно обращать особое внимание. Итак, я с самого начала говорила о том, что температура. Ну и по температуре в вечернее время тоже надо дожидаться, когда температура спадет и будет оптимальной. Ну а оптимальная температура у нас от плюс 15 до плюс 35 градусов. Поэтому нужно заниматься опрыскиванием всех растений против вредителей и, кстати, болезней. Это поздний вечер. Еще раз, поздний вечер. Некоторые говорят, мне удобнее утром. Утром у вас очень маленький остается период для того, чтобы успели сработать эти препараты, формулы не распались, и наши помощники не погибли, не сварились при тех высоких температурах, которые наступают уже даже с 7-8 часов утра вот в эту знойную жару. А у нас далее идут как раз такие месяцы знойной жары, июль и август месяц. Поэтому чем позже, тем лучше. Вечернее время уже испытали мы, проверили только позднее вечернее время. Солнце садится и ждем, когда температура станет действительно комфортной для обработок. Да для самого растения. Представьте, день, жара. Растение спасается, чтобы выжить. Это стресс сильнейший. Ему вообще-то не до никаких обработок. И вот в это время, получается, мы опрыскиваем утром, и вот эта жара начинается. Мы двойную нагрузку даем для растений. Поэтому в вечернее время уже расслабляется растение.
И, естественно, используя биопрепараты, мы создаем благоприятные условия для растения. Оно комфортно себя чувствует, но они комфортно уже тогда обработки. И еще очень важный момент, нужно учитывать, чтобы не было ветра и не было осадков. Хотя здесь у нас такая была ситуация, когда каждый день, вот 8 дней шли дожди. Когда-то уменьшались, а когда-то и увеличивались. И вот мы, зная прогноз, когда что, карту просматривали, ага, в это время, вечернее время тоже, у нас получается, что, потому что днем все равно солнце сейчас совсем другое, не такое, как раньше было. Даже прошли тучки, чуть-чуть выглянуло солнце, и все, и теряется качество наших обработок. Поэтому выбираем все равно, найдется вечер, какой-то период хороший, и даже когда чуть-чуть затих дождь, и даже маленький дождь, мы работаем биопрепаратами. И особенно хорошо против болезней, потому что именно против болезней в такой период, когда высокая влажность и прохлада, в это время работают, да, не только прохлада. В прохладе, конечно, смотря какая температура, но все равно у нас было при дождях плюс 18, плюс 16 ночью, а вот днем было плюс 24, 25, 26. И это хорошо, кстати, 16, 18, это уже выше 14, когда работают биопрепараты. Поэтому приходится биопрепаратами, а именно фунгициды триходермин. Вот, триходермин очень хорошо работает, мы уже это испытали, и используем его даже вот в такие периоды, когда идет дождь. Но нужно спасать растения, и у нас это получилось. Поэтому, а потом можно повторить, это уже когда осадки закончились, триходермин просто-напросто попал на почву, а там находились, именно с почвы, с дождем, там вот находились споры грибковых заболеваний. И триходермин с этим справился, поэтому тут уже надо ориентироваться по ситуации. Итак, мы с вами рассмотрели правила опрыскивания. Это время суток должно быть вечер, нет ветра и осадков. Ну и подошли к важному третьему пункту. Пожалуй, тоже очень важные. Я бы их все выровняла по важности, потому что что-то из этих пунктов, если не соблюдается, можно не достичь того эффекта, который нам нужен. Итак, температура. Температура воздуха. И почвы, естественно, если почвенные вредители вы используете при температуре плюс 10, плюс 8 свои препараты, то, естественно, в почве они не воздействуют. Особенно это касается биопрепаратов. Давайте рассмотрим вот эти границы. А границы такие, практически в биопрепаратах и в химических различных веществах от плюс 14 до плюс 35, ну а биопрепараты лучше все-таки плюс 15, плюс 18, плюс 35 это уже критическое. Ну вот в этих границах можно использовать. Приходится вот так в знойную жару вот эти границы таким образом использовать. Что происходит? Есть сейчас это доступная информация, она не скрытная уже, как это было раньше, доступная о том, что происходит с токсическими различными ядовитыми веществами во время повышения температуры. Получается, я просто вот такой вот очень простой, доступный пример приведу. Смотрите, токсические вещества – это синтетическая формула, это химические различные ядовитые вещества. Назовем вот эти составляющие X, Z и Y. Вот при этой формуле происходит при определенной температуре, вот этих границах, происходит все-таки вот этот эффект, когда убиваются какие-то вредители. Вот, допустим, температура 28. Прекрасно работает и убивает этих вредителей. Но, кстати, нужно тоже это правило, сразу же, чтобы не забыть, это тоже у нас был вопрос, обработали и ждут уже на весь сезон, вот после даже химических препаратов, что вот результат будет. Сразу же предупреждаю, что нужно несколько обработок, потому что химический препарат воздействует на какой-то период, допустим, на личинки и на взрослого вредителя, а яйца, как всегда, откладываются в защитных таких средствах для того, чтобы они выжили. Поэтому нужно ждать 5 дней, 3-5 дней и снова повторять
эти обработки. Это что касается вот таких химических средств. С биопрепаратами намного проще. Если используем прилипатель, у меня воздействие даже в жаркое время минимум неделя на вредителей. Итак, что у нас при температуре? Смотрите, температура 37, 38 и выше. Начинается распад вот этой формулы X, Z, Y. И получается, разные варианты могут быть. Вот она распадается вот на такие элементы, на такие и на многие другие. Ну, сколько можно еще придумать вот этих комбинаций. Распад идет. И что происходит? А мы получаем 0 эффективности. Вот мне написала одна женщина: я опрыскиваю, а эти паразиты все равно живут и никуда не деваются. Да потому что, и температура плюс 40 в тени. Конечно же, при такой температуре формула распалась химического препарата, и, естественно, она не воздействует, потому что формула придумана для именно этих вредителей, для определенной категории вредителей. Но ее уже нету, она распалась. И получается, конечно же, что эти все опрыскивания бесполезны. Зато, вот это очень важный момент, хочу обратить внимание. Зато эти элементы очень вредны для человеческого организма. Моем различные, ну, если, допустим, у нас химические, все равно остаток есть химического какого-то элемента, и попадает это, системные препараты, фунгициды, они, естественно, внутри остаются, все равно частично остается, и получается, что мы для себя наносим вред. Но еще больший вред мы наносим окружающей среде, то есть почве, воде, потому что эти препараты попадают на землю вместе с дождем, с нашими поливами, попадают вниз, в нижние слои, там, где у нас вода находится, и, естественно, накапливается, и потом мы ждем, когда же мы наконец-то будем иметь чистую воду. А вот мы продолжаем химичить и, естественно, загрязнять окружающую среду. И плюс пчелки. Те, которые многие спрашивают, куда они делись и что с ними происходит. Да, пчелкам как раз вот эти элементы, вот эти формулы, они очень влияют на их здоровье, и они погибают. Зато вредитель очень хорошо адаптируется, вот эти все распады вот этих формул им нипочем, и они продолжают развиваться и, естественно, вредить нашим растениям. Ну что ж, я вот еще раз повторила вам и особые акценты сделала на те условия, при которых можно использовать различные препараты. И, естественно, чтобы они были эффективны, потому что это очень дорогое удовольствие, не только в финансовом плане, потому что мы платим очень большие суммы за любые препараты. Что химия, что био я посчитала одинаково, но био – это чистая экологическая продукция. Это чистая земля и чистая вода. Это очень важно знать. Снова же должны быть свежие биопрепараты, и вот эти условия должны быть выдержаны обязательно для того, чтобы была эффективность от их использования. Ну что ж, я ответила на ваши вопросы, которые появились. Задавайте вопросы, делитесь этой информацией, делитесь этим видео с другими, чтобы тоже знали, что вот эти все препараты, которые просто-напросто предлагаются в магазинах, они не приносят пользу, если не соблюдать определенные условия. Раиса Горяченко, Александр Волик прощаются с вами до следующего видео. Всего вам самого доброго и до новых встреч в новых видео.